Сегодня замечательный зимний морозный и солнечный день, и я решил прогуляться по одной из наших эстонских троп. Одно из самых полезных и интересных развлечений в Эстонии — это зимние походы по тропам, лесным, болотным. В данный момент я нахожусь на тропе Виру-Раба. Сегодня довольно прохладно, я бы даже сказал холодно, но тем не менее народ гуляет. Я впервые на этой тропе, но, насколько знаю, это одна из самых популярных, если не самая популярная тропа у жителей города Таллина. Вот по ней сегодня я и прогуляюсь. Давно у нас не было таких чарующих, красивых зим. Как и раньше я рассказывал про тропы, все они в Эстонии оборудованы. Имеют стенды информационные и тропы, как вот это. Даже сейчас в зиму видно, что эта тропа приподнята над болотом. Судя по тому, что тропа утоплена и довольно плотно, народу здесь ходит очень много. А еще здесь можно встретить вот такие забавные новогодние вещи. Конечно же, найдутся скептики и, скажем так, непозитивные люди, которые скажут: а что, мол, зимой в такой холод делать на болоте? Но я думаю, те, кто любит природу, знает, что здесь можно делать. Здесь всегда можно найти что-то интересное, красивое, а порой даже сказочное и загадочное. А тем временем я подошел к смотровой вышке. Мы посмотрим, что за виды открываются с этой смотровой площадки. Однажды я снимал большое видео, где рассказывал о болотах, о болотных тропах и вообще о тропах в Эстонии. Ну и, скажем так, о культуре, отношении к природе людей, которые живут в Эстонии. И помню, были такие комментарии. Одна женщина написала: вот, мол, дожились вы, вам даже гулять негде, ходите на болото. Ну, мне просто жалко стало. Видимо, у нее такой кругозор зауженный и ограниченный, поэтому она вряд ли поймет большинство жителей, которые живут в Эстонии и которые с удовольствием гуляют по таким тропам. Я взял с собой коньки в надежде, что где-нибудь на тропе я смогу покататься. Но, увы, в этом году снега очень много, и все болотные озера, которые, как правило, встречаются на таких тропах, в данный момент, вот вам пример, замерзшее озеро, к сожалению, все они покрыты толстым слоем снега. Так что катание придется перенести. Большинство троп в Эстонии — это не просто тропы, а познавательные тропы. И пераят. А почему они так называются? Потому что здесь вы можете не только гулять, наслаждаться красотой природы, а также немножко стать грамотнее. Вы будете встречать подобные стенды, где рассказывается о том, как образовались эти места, эти болота, этот лес, какие здесь особенности, какие здесь живут птицы, животные, а также вот на протяжении всей тропы будут встречаться вот такие небольшие столбики с информацией, какие растения здесь произрастают и какие у них особенности. Так что, погуляв, вы не только подышите свежим воздухом,
а еще станете немножко грамотнее. И, возможно, побольше полюбите природу.